Мужчина, привет! С вами Алла. Сегодня смотрим общий расклад. Какое решение она приняла? Что вас может шокировать в этом решении? Итак, кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк, пишите комментарии, подумайте о загаданной женщине и выбирайте свой вариант, первый или второй. Это будет первый, это будет второй. Итак, единички. Какое решение она приняла? Десятка мечей. Ну, тут точно она вас чем-то шокирует по этой карте. Давайте посмотрим, что на сейчас происходит между вами. Так, единички. По аркану мир вы вряд ли вместе. У большинства будет отыгрываться, что вы далеко друг от друга. Может быть, вы живете даже в разных странах. Да, ребят, вы живете в разных странах сейчас далеко. У каждого из вас своя жизнь. Причем по аркану дурак это про то, что каждый из вас начал жизнь как с чистого нуля. Может быть, вы разъехались в разные страны, у вас новая работа, у вас новое жилье, новый круг общения, новый язык. То есть вообще все новое. И в вашей новой жизни на сейчас нет особо места друг для друга. То есть так сложились обстоятельства, что вы сейчас начинаете новую жизнь, но друг без друга. Что между вами? Ну, смотрите, между вами сейчас нет толком отношений. Либо вы сейчас вообще в ссоре. Причем это давно ситуация. Такое ощущение, знаете, что эта ситуация, она уже давно созревала, а сейчас она уже просто как вот апогей наступила этой ситуации. Значит, смотрите, в ваших отношениях, в принципе, вы тут вдвоем уже давно думали про то, что ваши отношения потихонечку подходят к тому, что их пора во что-то трансформировать. То есть вы как бы чувствовали, что ваши отношения, что-то с ними не то. Ну и плюс, смотрите, аркан влюбленная. То есть либо вы догадывались, либо вы чувствовали, что у вашей женщины кто-то есть, либо кто-то намечается, либо, может быть, вы даже знали о том, что есть кто-то третий. То есть ваши отношения, грубо говоря, начинали трещать по швам давно. Почему вы на это не обращали внимания? Не, карты говорят, что вы обращали на это внимание. А почему никто ничего не делал? Ребят, ну потому что вы тут просто витали в облаках и находили в состоянии авось, как-нибудь оно само разрулится. Вы знаете, это, кстати, массовая проблема, потому что вот я сколько общаюсь с клиентами, и вот 95%, наверное, из 100 страдают вот такой ерундой. Люди не готовы видеть правду, даже когда вот они понимают, что жена изменяет, например, либо там он сам разлюбил свою жену. Человек не хочет признавать эту правду. Человеку проще говорить, ну ладно, потом когда-нибудь. Может быть, оно само рассосется. Или, может быть, это окажется неправда. Или как-нибудь потом я разберусь. Ребят, и вот эти вот вещи, они потом приводят к проблемам. Потому что в первом варианте здесь действительно у женщины кто-то может быть. Здесь реально может быть любовник. И мужчина здесь, который муж, он здесь чувствовал, он здесь догадывался, но почему-то он здесь ничего не делал. Или делал, но крайне мало, для того, чтобы эту ситуацию как-то разрулить. То есть на сейчас эти отношения, они зашли в тупик. Чем она вас может удивить? Чем она может вас шокировать?
Значит, смотрите, если у вас есть взрослые дети, она может здесь настроить против вас взрослых детей. Она может, если у вас есть родственники, с которыми вы как-то связаны финансово, какими-то квартирными вопросами, здесь женщина может вас настроить против родственников, а родственников против вас. И может вас столкнуть лбами в каких-то финансовых и жилищных вопросах. Здесь женщина может как-то, знаете, вот крутить, мутить за вашими спинами и каждому из вас говорить разную информацию для того, чтобы вас стравить. Ну что могу сказать? Здесь человек, который понимает, что жить она с вами уже не будет, но вот почему-то она не может здесь по-нормальному выйти из этих отношений. Здесь и почему-то вот нужно вас столкнуть лбом с кем-то из ваших родственников, либо ваших детей. Зачем тебе это? Вы знаете, она вам как мстит. Здесь все-таки у большинства отыграется, что это была измена. Она вам как мстит за то, что вы не смогли простить. Ты рассчитывала, что он тебе простит? Да. Здесь женщина думала, что как бы, ну типа, с кем не бывает. Ну так получилось. Ну так что теперь рушить семью? Да, здесь у большинства ребят отыграется, что женщина рассчитывала, что вы простите. И у многих, кстати, отыграется, что она вообще рассчитывала на то, что вы никогда об этом не узнаете, но вы узнали. Ну, в общем, смотрите, здесь суть в том, что человек рассчитывал на то, что это все пройдет как-то тихо, никто ничего не узнает, и будет все так, как было раньше. Но с учетом, что так не получилось, то теперь женщина вам мстит. Мстит за то, что вы не захотели эти отношения сохранить, за то, что вы не захотели простить, и за то, что вы готовы поломать вот все, что между вами было. Ну, она считает, знаете, что это у вас гордыня. Ну, типа, а я бы на твоем месте тебя бы простила. Здесь про то, что вот если бы вы ей изменили, то она бы вас простила, она бы вас поняла. И поэтому здесь злость на вас, почему ты не можешь меня понять и простить. Ну, в общем, ребят, кто узнал себя в этом общем раскладе, будьте внимательны, потому что за вашей спиной она действительно может вам напортить много чего с вашими родственниками или с вашими детьми. Вот такой вот здесь получился первый вариант. Кто себя узнал, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Так, а мы переходим к двоечкам. Чем вас шокирует женщина во втором варианте? Что на сейчас происходит в ваших отношениях? Так, ребят, тут совсем другая история. Тут женщина очень сильно влюбилась в вас. Тут речь пойдет про любовницу или про женщину, которая занята. Здесь женщина настолько в вас влюбилась, что женщина готова даже разводиться. Женщина готова уходить от своего постоянного мужчины к вам. Здесь, знаете, как говорится, крышка слетела, вот как с чайника. Здесь женщина приняла это решение, то есть она его обдумывала, это не спонтанное решение. О, аркан дьявол, 8 пентаклей, посмотрите. Здесь про то, что ты меня делаешь счастливой, я никогда такой не была до тебя. Ты мою жизнь превратил во что-то такое, о чем я даже никогда не могла подумать, что это возможно. Вы тут как-то перевернули человеку вообще, вот знаете, с ног на голову все.
Ребят, знаете, это про то, когда ты влюбляешься в то состояние, которое тебе дает другой человек. Это про то, когда ты влюбляешься в другого человека, потому что ты себе нравишься сам с этим человеком. Рядом с вами она другая стала. Она не такая. Вот тот мужчина, который был с ней все время, она никогда с ним такая не была. Рядом с вами она стала женственная.